Друзья, всем привет! Это канал Фактограф, и сегодня мы обсудим 10 случаев странных исчезновений людей. Каждый год по всему миру исчезают тысячи людей, и многие из этих случаев остаются неразгаданными. Что же происходит с теми, кто пропадает без вести? В нашем видео мы рассмотрим самые шокирующие и загадочные исчезновения, которые потрясли общественность. Мы расскажем вам историю Марты Райт, Мадлен Маккейн, Ричи Эдвардса, Майкла Рокфеллера и многих других. Мы поговорим о теориях, которые выдвигала полиция и детективы, и о том, есть ли малейшая надежда узнать правду о месте нахождения этих людей. Приготовьтесь к погружению в мир, где реальные преступления переплетаются с мифами и историями об инопланетянах, а каждое исчезновение может скрывать за собой невероятные тайны. Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. А теперь давайте вместе разгадаем эти загадки. Марта Райт. Джексон и Марта Райт были обычной американской семьей, и вряд ли бы о них узнала широкая общественность, если бы однажды Марта загадочно не исчезла. В 1975 году Марта вместе со своим мужем ехали на машине из Нью-Джерси в Нью-Йорк. На въезде в тоннель Линкольна пара сделала остановку, чтобы убрать лед с автомобильного стекла. Пока мужчина протирал лобовое стекло, Марта решила очистить заднее. Спустя секунды Джексон услышал звук упавшей щетки. Он подошел к багажнику авто и обнаружил, что щетка лежит на асфальте, а Марта бесследно исчезла. На дворе 1975 год, поток машин не сравнить с нашим временем, и вышло так, что кроме них перед тоннелем никого не было. А по словам Джексона, другие машины не проезжали. Куда же она делась? Полиция и даже агенты ЦРУ несколько лет пытались найти следы пропавшей. Основным подозреваемым стал супруг, но спустя 30 допросов, проверка на детекторе лжи и просмотр камер видеонаблюдения доказали, что он невиновный. Марту или ее тело не нашли до сих пор. В итоге исчезновение женщины списали на особые энергетические потоки, которые проходят в этом тоннеле. Так что, возможно, Марта стала первой путешественницей по другим измерениям, проходящим в тоннеле Линкольна. История Марты Райт в свое время взволновала многих, заставив их панически бояться тоннелей. Деревня на берегу озера Ангекуни. Однажды холодной ноябрьской ночью 1930 года уставший канадский охотник Джо Лабель искал пристанище от холода и случайно обнаружил одно из самых загадочных происшествий в истории. Некогда процветающая деревня эскимосов на берегу озера Ангекуни исчезла без следа. И да, деревня там точно была, ведь во время своих путешествий Лабель неоднократно заходил сюда. Местные жители из племени инуитов были очень доброжелательны и гостеприимны. Они всегда были готовы накормить и обогреть путника. Но в тот момент людей там не оказалось. При этом собаки эскимосов были мертвы и, видимо, от истощения. Вещи в хижинах лежали нетронутыми. Также никто не забрал рыбу и другой провиант. В это сложно поверить, но все население лагеря просто растворилось в воздухе, оставив все вещи на своих местах. Но куда они делись? Ушли на новое место? Быть такого не могло. Ездовых собак инуиты ни за что не оставили бы. Утонули в озере Ангекуни? Маловероятно, что это могло случиться сразу со всей деревней. Инуитов сожрали хищники? Нет, следов борьбы не видно. Жители, окружавшие поселение, позже сообщили, что видели в деревне синий свет, который позже затерялся в северном небе. Выходит, похитили инопланетяне? Тоже так себе версия. До сегодняшнего дня так и не удалось понять, куда пропало целое поселение. Мадлен Маккейн. В начале мая 2007 года супруги из Британии Гарри и Кейт Маккейны отправились отдыхать в Португалию с 3-летней дочерью Мадлен и двойняшками Шоном и Амели. В один вечер родители уложили детей спать и отправились с друзьями в ресторан неподалеку от отеля. Каждые полчаса кто-то из них наведывался в номер и проверял, все ли в порядке. Когда Кейт в очередной раз зашла в комнату, близнецы мирно спали, а вот кровать Мадлен оказалась пуста. Весь персонал подняли по тревоге, но поиски ребенка ничего не принесли. С тех пор девочку никто не видел. Как она могла исчезнуть из безопасной, запертой снаружи квартиры, неясно. Одни говорят, что ее похитили, другие, что родители сами убили ее и спрятали тело. Есть и версия, гласящая, что Мадлен, проснувшись, сама выбралась из комнаты. Дело о пропаже Мадлен Маккейн то закрывали, то опять открывали, но следов девочки найти не удалось. С
Спустя 13 лет у полиции все же появилась версия и даже подозреваемый. Ребенка мог выкрасть и убить 43-летний немец, отдыхавший там в это же время. В апреле 2022 года Кристиан Брукнер был объявлен официальным подозреваемым по этому делу. Однако доказательств преступления так и не было собрано. Впрочем, как и не найдено тело девочки. Ричи Эдвардс. Фанаты рок-музыки, вероятно, слышали о Ричи Эдвардсе, валлийском музыканте и ритм-гитаристе альтернативной рок-группы Manic Street Preachers, популярной в 1990-е годы. Никто иной, как Ричи, придал группе определенный стиль исполнения и подачи музыкальных композиций слушателям. Эдвардс был автором большинства текстов песен группы. Сам Эдвардс не считал себя лидером группы, но по факту являлся таковым. Последней записью гитариста в составе Manic Street Preachers стал альбом 1994 года «Holy Bible». Как многие творческие личности, Ричард страдал от депрессии всю сознательную жизнь. 1 февраля 1995 года, незадолго до начала американского турне группы, Эдвардс пропал. Утром он выехал из отеля, и спустя 2 недели его машина была найдена у моста, который всегда привлекал самоубийц. Но тело музыканта не нашли, не найдено оно до сих пор. Многие считают, что поиски велись халатно и не в полной мере. Тем не менее, поиски музыканта были официально завершены, и в 2008 году его объявили ушедшим из жизни. Но самые преданные фанаты все еще считают, что Ричи инсценировал собственную смерть и сбежал от суеты куда-то в теплые края. В желтой прессе до сих пор проскальзывают статьи, что его видели, например, в Гоа или на Канарских островах. Судно «Мария Целеста». Мария Целеста – одна из самых известных морских загадок в мире. Этому делу более 100 лет, и оно все еще не дает покоя многим людям во всем мире. Судно «Мария Целеста» отправилось в свое последнее плавание 7 ноября 1872 года из Нью-Йорка в Геную, Италия. На борту было 8 моряков и капитан с супругой и дочерью. Ровно через месяц экипаж корабля «Деи Грация» обнаружил Марию Целесту в водах Атлантики, дрейфующей и брошенной. Когда члены экипажа «Деи Грация» перешли на борт судна, они с удивлением поняли, что там нет следов нападения и разрушений. Люди просто исчезли с корабля. На борту Марии Целесты остался 6-месячный запас еды и воды. Никаких признаков бедствия, крушения тоже обнаружено не было. Отсутствовала спасательная шлюпка. Но зачем экипажу и пассажирам понадобилось покидать корабль без видимых на то причин? Различные люди и исследователи выдвинули несколько теорий относительно внезапного исчезновения членов экипажа. Сначала все думали, что на судно «Мария Целеста», потом была версия, что на корабль напал экипаж «Деи Грация». Все сводилось к тому, что экипаж Марии Целесты из-за чего-то запаниковал и уплыл на спасательной лодке. Но где они делись потом? Больше их никто не видел и не слышал. Люди как будто просто испарились. Майкл Рокфеллер. В 1961 году молодой выпускник Гарварда, антрополог Майкл Рокфеллер, покинул Манхэттен и отправился в тропическую глушь Новой Гвинеи. Да-да. Этот Майкл был наследником богатейшей семьи Америки и сыном того самого Рокфеллера, американского предпринимателя, миллиардера, государственного и политического деятеля. Парень родился для богатой и сытой жизни, но очень хотел увидеть мир. Молодого Рокфеллера особенно интересовало племя Асмат, известное своим ритуальным каннибализмом, хранением голов съеденных врагов и другими странными и жестокими ритуалами. Несмотря на уговоры местных аборигенов не ехать к Асматам, Майкл все равно поплыл. Однако лодка потерпела крушение, и парень решил добраться до берега вплавь. А потом Рокфеллер исчез. Влиятельный отец привез журналистов и телевизионщиков. Тысячи местных жителей приняли участие в поисках. Задействовали суда, самолеты, вертолеты, но все напрасно. Что случилось с антропологом? Есть несколько версий: либо он утонул, либо был убит и съеден осматами, либо присоединился к племени. Последнее предположение особенно интересное, ведь спустя 7 лет после исчезновения Майкла Рокфеллера нью-йоркский журналист Милта Махлин заснял странные кадры. Несколько групп мужчин-осматов яростно гребли в каноэ к излучине реки. Среди темнокожих туземцев был и бородатый белый мужчина. Он был наг и очень похож на Майкла. Но прямых доказательств, что это точно был Рокфеллер, нет. Конни Конверс.
В 1950-х годах в Нью-Йорке Конни Конверс была одной из первых женщин-авторов песен в стиле кантри. Однако карьеру Конверс нельзя назвать успешной. Провал – более точное слово. Певица 10 лет пыталась заработать на своей музыке, но в 1961 году оставила все попытки. В 1974 году Конни исполнилось 50 лет. Она была все еще неизвестна, подавлена и имела проблемы со здоровьем. По словам семьи и друзей, она страдала от депрессии и эмоционального выгорания. И вот в один прекрасный день, всего через несколько дней после своего 50-летия, Конверс написала своим близким письма, отправив их вместе с текстами песен и прочими записями. Так она попрощалась, объяснив, что хочет начать все сначала. Затем певица собрала вещи, села в свой Volkswagen Beetle и уехала из дома в Мичигане. Больше ее никогда не видели. Некоторые считают, что она покончила жизнь самоубийством. Другие говорят, что она ушла из дома и где-то начала таки новую жизнь, как писала в своих записках. Однако, если бы это было так, то у Конни Конверс была весомая причина вернуться. В 2009 году лейбл Laundrette Recordings выпустил 17 песен Конверс в альбоме How Sad, How Lovely, а радиошоу Spinning on Air сделал выпуск о ее жизни и творчестве. После этого к певице пришел оглушительный успех. Николь Морен. Эта загадочная история, над которой по-прежнему ломают голову канадские полицейские, началась 30 июля 1985 года. Две девчонки-подружки Николь и Дженнифер собрались вместе пойти в бассейн и договорились встретиться в 11:00 в вестибюле жилого комплекса в Торонто. Восьмилетняя Николь надела ярко-оранжевый купальник и, попрощавшись с мамой, вышла из квартиры и пропала. Мама охватилась дочери только в 15:00. Она несколько часов искала ее, а ближе к 18 позвонила в полицию и заявила о пропаже ребенка. Полиция регулярно прочесывала внушительный жилой комплекс. Может, девочку убили? Детективы тщательно проверяли все места, в которых можно было спрятать останки тела. Прачечную, технические помещения, мусорные баки, досмотру подверглись и автомобили. Но все было без толку. Также родители самостоятельно проводили расследование, но ничего не добились. Давид Герреро Гевара. 13-летний художник из испанского города Малага Давид Герреро Гевара пропал 6 апреля 1987 года. Мальчика называли юным Пикассо, а его учителя и старшие товарищи отзывались о нем как о чрезвычайно талантливом и ответственном ребенке. Настоящее признание таланта молодого художника произошло за несколько дней до его исчезновения, 3 апреля 1987 года, когда несколько его работ были представлены на выставке, организованной престижной художественной галереей «Ла Мейсон». Работы юного художника отметила местная радиостанция, журналист, который предложил мальчику провести интервью. Журналист попросил подростка прийти в галерею «Ла Мейсон» вечером 6 апреля, чтобы составить план интервью. 6 апреля в 18:30 Давид вышел из дома и бесследно исчез. Первым пропажу сына обнаружил отец и забил тревогу. Но поиски ничего не дали. Детективы выдвинули несколько основных версий случившегося, среди которых было похищение с целью использования художественных работ Давида, а также побег мальчика из семьи. Ни одна из них не получила подтверждения, поскольку в ходе расследования не было найдено ни одной улики. Расследование нашумевшего дела продолжалось вплоть до 2016 года, после чего Давида вынужденно признали умершим. Мора Мюррей. Мора Мюррей была самой обычной студенткой Массачусетского университета в городе Амхерст. В день своего исчезновения, 9 февраля, девушка написала преподавателям, что в ближайшие дни ее не будет на учебе из-за смерти родственника. Однако, как выяснилось позже, в семье Моры все были живы. Затем она оставила своему парню голосовое сообщение, обещая, что они поговорят позже. Мора упаковала свою одежду, туалетные принадлежности и учебники в машину. Приблизительно в 15:30 она покинула кампус на своем авто. Вечером того же дня в городке Вудвиль, штата Нью-Гэмпшир, Мора Мюррей врезалась в дерево, однако никаких травм девушка не получила. Проезжающий мимо водитель автобуса предложил пострадавшей помощь, однако та солгала, что уже ожидает полицию. Когда дорожные службы все же прибыли на место, на дороге стоял пустой автомобиль. Детективам так и не удалось найти ни единой зацепки, которая помогла бы понять, куда исчезла Мора после происшествия. Девушка просто растворилась в воздухе меньше, чем за 10 минут.
Она пыталась покончить с собой? Она хотела исчезнуть и сбежать? Была ли она похищена? Ответа нет. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр. Не забудьте поделиться в комментариях, какая история впечатлила вас больше всего.